Всем привет! С вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. Сегодня мы взглянем на игру Moon Farming, симулятор фермера на Луне. Я обожаю тему космоса и просто не могу пройти мимо такого симулятора. По словам разработчика, игра для тех, кому надоели симуляторы фермера на нашей родненькой планете, хотя я в такие еще не играл. И предлагают роль будущего фермера-космонавта, где нам предстоит подготовить будущую базу и заняться выращиванием различных сельхозкультур. Интересно, где мы будем брать воду и кислород, а то без них недолго быть нам фермерами. Сейчас мы это и узнаем. Всем желаю приятного просмотра. Поехали! Нас встречает женский голос, как у автоответчика, который еще и пошутить пытается про то, что мы тут застряли. В общем, отправили нас покорять Луну для будущего человечества. Я так понимаю, мы будем строить первое поселение, а все остальные уже прилетят на все готовое. Вся тяжелая работа, как всегда, на нас. Но сперва нам нужно выжить до этого момента, добывая себе еду, воду и воздух. Начнем приключения и для начала осмотримся. Интересно, на каком участке Луны мы приземлились? Или прилунились? О, наш посадочный модуль очень похож на корабль Crew Dragon Илона Маска. Очень похож. Прям, может, это тренировочный полет перед Марсом? Сначала на Луну махнуть. Так, следов мы не оставляем, а жаль. Хотелось бы оставить след ботинка на Луне. Так, Земля как-то слишком близко находится и на Землю не похожа. Я не уверен, мы точно на Луне или нас по ошибке отправили куда-то еще. Направляемся к нашему роверу, транспорту на Луне. А ровер-то у нас оказывается ультрафантастичный. Глазам не верится, как его доставили вообще на Луну. Хотя вот, по-моему, такую модель ровера я уже видел в трейлере, возможно, другой игры, но не помню какой. Если кто-то знает, пишите в комментариях. Посмотрим ту игру вместе. И точно убедимся, он это или не он. Так, управление ровером, конечно, такое аркадное. Больше похоже на управление какой-то гоночной машиной, чем ровером на лунной поверхности. Да, с тенями, конечно, какой-то глюк. Следов тоже нет. Колбасит меня из стороны в сторону. Сейчас попробуем заехать в гору. Проскочить ее как-то. Но, похоже, нам не хватило скорости. Ну да. Я что-то сомневаюсь, что ровер бы так гонял по поверхности Луны, конечно. Как гоночный болид. Но да ничего, да, поверхность Луны, ну как и должна быть лунная поверхность. Так, я показываю тут мастерство вождения, как всегда. Мое экстремальное вождение любого транспорта. А вот и старая база. Выглядит довольно внушительно. Для старой-то базы. Что у нас тут дверь? Это старая база из нашего последнего путешествия на Луну. Тем не менее, она в хорошем состоянии, мы можем найти кое-что интересное. И да, держу в пари, вам интересно, почему этот кибергрузовик здесь. Что ж, у одного из известных технических парней из Земли есть хобби стрелять разными автомобилями в космос. Это, я так понимаю, отсылка к Илону Маску с его запуском Теслы на орбиту. А теперь его кибертрак тоже сюда в игру засунули. Похоже, среди разработчиков, наверное, есть его фанат. А может и все они фанаты его. Главное, чтобы на голову теперь мне не упал кибертягач или что-то потяжелее и внушительнее. О, на базу мы сейчас зайдем, но для начала хочу посмотреть на кибертрак. О, да тут еще и реклама доккоинов. Это просто full house. Кто-то решил запихнуть в игру все, что связано с Маском. Ну ладно. Зайдем сейчас внутрь базы, посмотрим, что внутри. Ну да, не густо. Подходим к компьютеру. Так, рад видеть, что вы благополучно добрались до базы. В контейнере есть кое-что, что поможет вам начать работу. Первонаперво вам нужно построить солнечную батарею и водонагреватель, чтобы не умереть от обезвоживания. Солнечные панели будут производить энергию, а водоотделитель будет получать грязную воду с Луны.
Начнем сначала с солнечной панели. Возьмите план здания из контейнера и несколько железных прутьев. Оборудуйте план здания, поместив в инвентарь. Ну, все понятно, в общем-то. Сейчас все это в инвентарь уместить, выйти наружу и построить солнечную панель. Так, и еще одна интересная вещь. Свет должен падать строго на солнечную панель. Ну, в принципе, логично, иначе энергии никакой не получим. Так, и через каждые 2 минуты будем получать энергию в виде аккумуляторной батареи. Я так понимаю, для зарядки потом чего-то в дальнейшем. Итак, для строительства нам надо из ящика взять чертеж. Вот он. И металл. Так, сразу в слот положим быстрый. Так, еще возьмем сразу бутылку воды, потому что, я так понимаю, по индикатору мне скоро нужно будет пить. Так, выходим наружу, выбираем чертеж. Сейчас поставим где-нибудь ее вот здесь. Так, вот как выглядит солнечная панель. Так, надо развернуть ее в сторону солнца. Почему-то вращение здесь сделали только в одну сторону. Ну ладно. Таймер пошел. Ждем, когда получим батарею. А пока идем снова к компьютеру, что он там нам скажет делать дальше. Отлично. Теперь создайте машину для извлечения воды. Вы знаете, что на Луне есть вода? Да, в особых кратерах. Если не верите, загляните в Википедию, когда вернетесь на Землю. Но я, по-моему, на Землю обратно не собираюсь. Кстати, знаете, почему вода никогда не смеется над шутками? Она не любитель сухого юмора. Это чисто английский юмор, я так понимаю. Так, сейчас выйдем наружу, построим наш насос, но для начала я вот таким способом перекину воду в быстрый слот, потому что кнопку инвентаря я так и не нашел. Так, а сейчас выбираем чертеж, экстрактор воды и ставим его где-то здесь. Хотя компьютер нам говорил, что вода есть только в определенных кратерах Луны, но, видимо, наш экстрактор может качать воду из любого места, где бы ни находились. Так, все поставили, возвращаемся к компьютеру. Хорошо, пока машины производят ресурсы, вы можете построить машину экстракции кислорода вместе с установкой фильтрации воды. И так мы будем использовать нашу личную воду, чтобы превратить ее в питьевую воду и кислород, чтобы мы могли дышать. Переходим к строительству. Сейчас нам нужно построить установку для фильтрации воды. Вот так она выглядит, как бочка черная. Так, и генератор кислорода. Ставим сюда. Ну, он больше похож на стеклянный цилиндр с лестницей. Странно, да? Так, сейчас мы сходим за аккумулятором, чтобы включить наш фильтр. Так, и грязная вода должна быть. Да, фильтр накачал. Все, берем. Теперь идем загружать все это в фильтр для воды. Посмотрим, как он будет работать. Включаем. И что мы видим? А ровным счетом ничего. Ничего не изменилось внешне. Абсолютно. Так, хорошо, вы построили основные системы, как вода и кислород. Теперь нам нужна еда. Приступим к посадке семян. Так, ну да, в контейнере я видел семена были. Капуста, морковка, что-то еще. Так, они предназначены только для посадки, их не жрать, да? Понятно. Надеюсь, вы съели столько мяса, сколько могли, прежде чем приехать сюда. Потому что единственное, что вы здесь будете есть, это овощи. Ну понятно, чтобы жить на Луне, нужно быть вегетарианцем в первую очередь. Иначе можно будет сойти с ума, да, если вы мясоед. Итак, приступим к этапу фермерства, ради которого мы здесь собрались. Так, возьмем капусту, например. На ее примере посмотрим, как вообще это работает. Да, нам нужно построить горшок для сельского хозяйства. Выглядит он не очень внушительно. Так, сажаем вот капусту. Ага, требуется полив, чтобы она выросла. У меня воды как-то на себя еле хватает, поэтому пока с этим подождем. Так, проверим солнечную батарею. Ага, есть. Батарейка готова. И грязная вода уже тоже. Осталось 4 секунды, да, подождать. Сейчас тоже ее соберем. Поставим на очистку. И пусть готовится вода для полива нашей капусты. Лунной.
первый будет урожай. Так, пусть вода очищается, а мы перейдем к компьютеру, может нам что-то еще интересное расскажут. Так, хорошо, у нас есть онлайн-доступ к основным системам жизнеобеспечения и контейнеры для сбора урожая. Теперь перейдем к строительству и добыче ископаемых. В контейнере есть кирка, поместите в свой инвентарь, понятно. После того, как добыли руду, можете использовать электрическую печь, чтобы переплавить ее в железные слитки. У нас сигнал о том, что нужно пить. Так, теперь время пришло построить базу, понятно, все. Удачи, до свидания. Теперь вы один. Ну что ж, куда нам нужно? Так, кирку взять. Так. Конечно, перевод удаленный пункт руки, это очень забавно тоже выглядит. Кирка это у нас как обычный ледоруб, по-моему, а не кирка. Так, вот они булыжники. Сбор у нас тоже выполнен без всякой анимации. Просто долбаем камень, получаем руду, и он испаряется. Просто исчезает в пустоте космоса. Вот в симуляторе демонтажа кораблей была хотя бы система разрушения объектов получше. Хотя тоже не к месту, но все равно получше, чем здесь. Здесь просто куда-то испаряются в никуда. С каждой минутой игры в эту демоверсию мой энтузиазм падает все ниже и ниже, уже ниже плинтуса, по-моему. Я ожидал нечто большего от игры, тема все-таки интересная, космос, фермерство. Может, конечно, это совсем ранняя стадия разработки игры, но выглядит она так себе. Не чувствуешь себя фермером на Луне, от слова совсем. И как итог, я немного разочарован. А вы? Пишите в комментариях, что думаете на этот счет. Ставьте лайки, дизлайки, кому как понравилось или нет. И, может быть, если что, продолжим еще игру. О, а мы внезапно умерли. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи, увидимся в новой серии.